Всем привет! Вы на канале Викуб. Сегодня я выращу настоящую итальянскую закваску Левито Мадре. Рецепт этой закваски я взял из итальянской книги, так что будьте уверены, что она у вас получится. В миску налейте 50 грамм бутилированной воды. Для старта, чтобы закваска быстрее активировалась, добавляем несколько грамм меда и растворяем его полностью в воде. Затем добавляем 100 грамм пшеничной муки и замешиваем тесто с помощью ложки. Когда вся вода впитается в муку, продолжаем вымешивать руками, и у вас получится густое тесто. Это один из характерных отличий закваски Левито Мадре. Когда сформируете круглое и гладкое тесто, сложите его в банку и оставьте в закрытом виде на 48 часов при температуре 20 градусов. Также поставьте отметку с помощью резинки, чтобы следить за ее ростом. Спустя 48 часов закваска практически не увеличилась в размере. Сейчас мы должны ее освежить с помощью воды и муки. У закваски может появиться характерный запах, не пугайтесь его. При регулярном кормлении и стабильной температуре у вас все получится. Отберите от основной массы 100 грамм закваски, остатки вам больше не понадобятся. Затем добавьте 50 грамм бутилированной воды и перемешайте до однородной массы. Затем засыпаем 100 грамм пшеничной муки и замешиваем тесто. Это наше первое кормление закваски, и с этого момента она будет расти и с каждым днем становиться все сильнее. Формируем круглое и гладкое тесто, кладем в банку и накрываем крышкой. Оставьте метку, чтобы следить за ее ростом, и оставляем еще на 48 часов. Спустя 48 часов закваска уже значительно увеличилась в размере. Сейчас повторяем кормление. Отберите от основной массы 100 грамм закваски. Добавьте 50 грамм бутилированной воды и перемешайте. Если вы возьмете воду из-под крана, закваска может не получиться из-за плохого качества воды. Затем насыпаем 100 грамм пшеничной муки и начинаем замешивать густое тесто. Оно должно получиться без комочков, гладким и эластичным. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Готовое тесто положите в банку и оставьте еще на 48 часов. Спустя 48 часов закваска увеличилась более чем в 3 раза, но поскольку она еще слабая, не осталась на пике своего роста. А мы продолжаем кормить ее. От основной массы берем 100 грамм закваски, остатки вам больше не понадобятся, но чтобы не выкидывать, можете из них испечь шоколадные брауни. Для него не нужна сильная закваска, в отличие от хлеба. Затем добавляем 50 грамм воды и перемешиваем до однородности. В конце насыпаем 100 грамм пшеничной муки и начинаем вымешивать с помощью ложки до тех пор, пока вся вода не впитается в муку. И затем руками вымешиваем круглое тесто и кладем в банку. В этот раз оставляем на 24 часа, так как закваска очень активна и необходимо кормить чаще. Спустя сутки закваска хорошо увеличилась и осталась на пике своего роста. В теории уже на этой закваске можно приготовить хлеб, но я вам советую продолжать кормить ее дальше по видео, чтобы получить хороший и качественный продукт. Отбираем 100 грамм закваски от основной массы и добавляем 50 грамм воды. Хорошо перемешиваем, пока закваска полностью не растворится. Засыпаем 100 грамм пшеничной муки и начинаем перемешивать с помощью ложки, пока не начнет формироваться тесто. Затем на рабочем столе активно перемешиваем до однородности, перекладываем в банку, ставим метку с помощью резинки или фломастером, чтобы следить за ее ростом, и оставляем еще на 24 часа. Спустя 24 часа повторяем такую же самую процедуру. Отбираем 100 грамм закваски, разводим ее с 50 мл воды и добавляем 100 грамм пшеничной муки и замешиваем тесто. Понимаю, что процесс выращивания закваски Левито Мадре очень длительный, но чтобы получить качественный продукт, нужно постараться. Кстати, Левито Мадре в переводе на русский язык это материнские дрожжи. Напомню еще раз, что очень важно соблюдать температурный режим закваски. Если ей будет жарко, она может пропасть. Замешанное тесто кладем в банку и оставляем еще на 24 часа. Спустя сутки закваска стала еще сильнее. Это можно заметить по количеству воздуха внутри, но нам нужно продолжать ее кормить. Отберите 100 грамм активной закваски и добавьте 50 грамм бутилированной воды. Хорошо перемешайте до однородности и добавляем 100 грамм пшеничной муки.
Начинайте вымешивать ложкой, пока тесто не сформируется. Затем переложите на рабочую поверхность и продолжаем мешать руками на столе. Сформируйте круглое тесто и переложите в банку. Накройте крышкой и оставьте еще на 24 часа при температуре 20 градусов. С каждым днем закваска становится сильнее, но мы должны продолжать кормить ее по той же схеме еще 4 дня. Отбираем 100 грамм закваски и кладем в тарелку. Добавляем 50 грамм бутилированной воды, размешиваем до тех пор, пока закваска не растворится. И засыпаем 100 грамм пшеничной муки. Ложкой перемешиваем, пока вода не впитается в муку. Затем перекладываем тесто на рабочую поверхность и продолжаем вымешивать до тех пор, пока не будет гладкое и круглое тесто. Кладем его в банку и оставляем еще на одни сутки. Сегодня 12-й день выращивания закваски. Тесто наполнилось кислородом, а значит мы на правильном пути. Продолжаем кормить закваску, как и в предыдущие разы. От основной массы отбираем 100 грамм закваски, разводим ее с 50 мл воды и размешиваем до однородности. После этого насыпаем 100 грамм пшеничной муки. Начинаем формировать тесто в тарелке. Затем перекладываем на рабочую поверхность и вымешиваем до однородной массы. Подкормленную закваску кладем в банку, ставим метку и оставляем еще на сутки при температуре 20 градусов. Спустя 24 часа визуально закваска не меняется, но по рецепту из книги это предпоследний день кормления, и мы сможем сделать настоящий живой хлеб. Кормим закваску так же, как в предыдущие разы. Отбираем 100 грамм закваски от основной массы, разбавляем ее с 50 мл воды, перемешиваем до однородности, пока закваска не растворится, и засыпаем 100 грамм пшеничной муки. Замешиваем тесто и подкормленную закваску перекладываем в банку. Оставляем при температуре 20 градусов еще на одни сутки. Сегодня последний долгожданный день кормления закваски Левито Мадре. Кормим ее все так же, как и в предыдущие дни. Отберите 100 грамм закваски. Напомню, что из остаток закваски можете сделать шоколадные брауни или просто утилизируйте их. Добавьте 50 грамм воды и перемешайте до однородности. Затем засыпаем 100 грамм пшеничной муки и замешиваем тесто. Кладем в банку и оставляем на последний день. Готовую закваску нужно хранить при температуре 4 градуса в холодильнике и кормить раз в 4 дня, так же как мы кормили на протяжении всего видео. Вот и готова наша сильная закваска Левито Мадре. В следующих видео я покажу, как приготовить из нее настоящий живой хлеб. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!